Всем привет, вы на канале Твин Китаем, и мы продолжаем проходить Martha is Dead. Есть вероятность, что я, возможно, соединила прошлую серию с этой. Ну, а если она достаточно длинная, то значит нет, и все. Взять кувшин. Это Марта. Зачем тебе кувшин? Я не знаю, но я возьму. А ну стой, а я могу что-то? Нет. Пить из кувшина, давай пей. Ты хотела пить? Я не знаю, слышите вы это или нет снова же, но полагаю, что да. Подожди, Марта? Давай вот такие, да. Ага, да, она хотела пить, прекрасно. В следующий раз попроси стакан, хорошо? Прекрасно. Говорить. Обнимемся? А кому ты это говоришь? Джулии? Да. Да, давай обнимемся. Гейм? Какая гейм? Почему игра? Это не игра, мы просто обняться, это ж не игра, или я что-то путаю? Обнять Марту. Так, Марта, не хочешь поиграть со своей сестрой, допустим? Martha, don't you want to play with your sister? Джулия тоже. Julia, play with your sister. А, смотри, ага, типа Марте, она говорит, как не хочешь ли ты, а Джулия, она говорит, типа, быстро поиграй со своей сестрой, таким тоном, довольненьким чуть-чуть. Взять кувшин. А ну-ка, если я возьму кувшин Джулией, попить. А, у нее нет возможности пить, у нее вылить кувшин Марте на го... Ладно. Допустим. What are you doing? Are you crazy? Ну, прекрасно. Я на тебя рассержена, давай. I'm angry with you. I will beat Я смогу manners вбить into в тебя you, хорошая манера, stupid глупая little маленькая girl. девчонка. What the hell? Почему схватить Джулию? Что происходит? Come with me now. Идем со мной быстро. Просто прекрасно. Sorry, Mummy. I'm so sorry. Come with me. I will put you in your place. Она завязана? Так, она завязана. У меня реально есть вопросы, типа, это ее воспоминания или что? Sorry, Mummy. I won't do it anymore. I promise. Потому что это немножко, ну, прям вообще непонятно с этим кукольным домом. То ли это воспоминания ее настоящие всплывают, то ли... Слишком поздно. Too late. Лживые These слезы false тебе не tears won't помогут. help you. Попытаться вырваться? Stay still. Ты чё? Ой, нет, я не хочу ничего делать. Да нет, подожди. Now I'll make you want to bark. No. Leave my dog alone. Официально я признаю самыми жесткими моментами в играх, фильмах, вообще anyway, где угодно. Это когда с животными что-то происходит. Я прям, это, не знаю, это такой триггер, я максимально... О май гад, да нет! There's no
point screaming, stupid girl. No, Mummy, please. Я... это... Да. Ладно. Я надеюсь, что этого не было на самом деле, она просто... Хз. Sure. Now I'll show you how insane I am. Я прям сильно надеюсь, что это не настоящее воспоминание. Help, Daddy, help! Ты ничего не добьешься своим криком, твоего отца здесь нет, как обычно. Screaming won't work. Your father is not here like usual. Eat it. Да, ну не. Не, ну это как бы объяснило тогда, почему Джулия, возможно, ну, сходит с ума, так сказать. Потому что это какой-то, блядь... Eat. Ну, это какой-то трэш. I won't eat him. I said eat. Не, ну это жесть какая-то. Ты же на этом приколе или что? I was beginning to remember, Я начала вспоминать, so но мне scared было to страшно remember too вспомнить much. слишком много. especially all at Особенно все once. сразу. I didn't have time to guess У меня не было exactly времени what догадаться, happened. что именно произошло, making это me меня feel слишком upset. беспокоило. Pulling out those memories was Вспоминать like все trying это, to pull будто out a вырывать tooth on самой your себе own. зуб. Almost impossible. Слишком больно и far too почти painful. невозможно. The white lady told me Дама that the сказала мне, church что is a церковь safe безопасное place место и and home приют to для its ее children. детей. Donatello, my Донатилья, priest. мой I пастор. have to talk Я to должна him. с ним поговорить. I have to Позвоните ему по call him on the телефону. telephone. Ну, слушай, если это правда реально, если это ее воспоминания возвращаются, и это было у нее в детстве, то это, ну, полный, вообще беспросветный. — 6938, давай. 6938, я звоню. Donatello speaking. Who is it? Father, help Святой me. Отец, помогите. They're all dead. Они все мертвы. Daddy, Папа, мама. Mummy, Все. everyone. Julia. Джулия, немедленно иди ко мне. Не оставайся Don't одна, stay это alone. опасно. It's dangerous. Come to town. Отправляйся в город. Ты сможешь остаться здесь со мной, и мы обо всем поговорим, хорошо? Okay? Okay, Father. Хорошо. But Сначала я first I хочу want to немного play with my поиграть со своими puppets for a while. марионетками. Julia, don't Джулия, не be надо silly. глупостей, Come быстрее to иди в Jesus церковь. right away. Я сохранюсь. Я такое вот так вот не оставляю, я сохраняюсь. Я сохраняюсь и иду... Куда? Велосипед — это прекрасно. Это супер, это круто. Велосипед — это хорошо. Цели. Цели отправиться в этот, но она сказала, что она хочет еще поиграть с марионетками. А давай-ка еще раз сходим. Мне кажется, возможно, это типа... Господи, куда идти? Еще раз можно? Нет, нельзя. Нельзя. А зачем она сказала про марионеток? А зачем она сказала про марионетки, я не знаю, но играть мы там не можем. Где мой велик? Дайте мне велик. Где велик мой? Вот он. Не знаю, как она в таком состоянии после всего, что у нас произошло ранее. Что-то еще куда-то едет, но... Ну, хотя да, что делать, жить-то.
охота. Вперед и... Это вперед и направо, значит. Ну, я не знаю, пока что, наверное, на моем канале это одна из самых жестких игр. Типа, нет, у меня там был Outlast, да, тоже игры там, где были всякие... Благодаря самой ответственной помощи Марти Кей, дочери генерала Эриха, партизанская операция по похищению оружия у немецкой армии была пресечена. Спланировали эту операцию те же люди, что замешаны в убийстве другой дочери генерала Джулии Кей. И в покушении на саму юную Марту. Эти подлые предатели были казнены на месте. Справедливость восторжествовала во имя Италии и во имя Дуччи. Так вот, я говорила, что это одна из самых жестких игр, скорее всего, пока что на канале, потому что она вот морально, она реально тяжелая. В следующей главе содержится сцена самоповреждения некоторых игроков. Эта сцена может напугать, хотите. Давайте выберем цензуру, потому что, ну, я не уверена, как YouTube на это отреагирует, поэтому давайте цензурную версию. Вряд ли это сильно повредит. Те мальчики, они все погибли из-за меня. Они были моими ровесниками, а с некоторыми из них мы дружили. Я не думала, что все обернется именно так, но разве это не было очевидно, на что я вообще надеялась? Я чувствовала себя трусихой, но что я могла сделать? Должна ли я была предавать своего отца? Я любила отца, но я любила и своего друга Лапу. На чьей стороне я была? Я просто прислушалась к своему сердцу, думала, что поступила правильно. Но оказалось, что это было худшее, что я могла сделать. То есть это Вот, ну, вот почему всегда у меня происходит так, что я хочу сделать что-то хорошо, я хочу сделать что-то нормально, я хочу сделать что-то классное, я хочу сделать какой-то крутой выбор, да, чтобы все было нормально. И как всегда, просто абсолютно всегда происходит вот, ну, вот это. Вот так. Это какой-то пипец. Карта есть у меня тут? Карта есть у меня тут? Нету карты. Где карта? Ну, вперед я не пойду, мне они не нравятся. Это церковь? А там что? Ага, не, пока. Я иду в церковь. Переступив порог, я окончательно потеряла связь с реальностью. Вокруг меня все умирали, а я постоянно выживала. Я хотела сказать до того, как она начала говорить, что прикольно, когда в играх спрашивают и пишут такие вот прям перед сценами, которые происходят, предупреждения и типа как про самоповреждение, да, цензура и тому подобное, потому что многих это действительно может триггернуть. Причем так хорошо. Это меня радует. Ага, вот что ты говорила, хочешь поиграть со своими куклами, или я что-то не понимаю? Единственное, что бы я изменила, это, наверное, задавала этот вопрос в самом начале игры, что типа в какой-то момент здесь такое может быть, и зацензурить ли, чтобы не спойлерить себе прям перед тем, как это будет, как сейчас, что это будет. Ну, ух ты, ну вы поняли, это я скриню. Это я скриню. Снова же, я люблю всякие хорроры, триллеры, психологические такие стрёмные штуки, но эта игра реально жесткая. Я не помню, как все было. Помню только яркий свет, а потом меня фотографировали. Там был человек в белом, наверное, доктор.
He was asking me questions, Он задавал мне but I didn't вопросы, но я не understand понимала, о what чем he was именно он actually спрашивал. asking me. He wrote something on a Он piece of что-то написал на paper, листе and бумаги, а then потом two nurses led me away. меня увели 2 медсестры. I was in the mental Я была в asylum. психиатрической больнице. Some women Некоторые were женщины talking to говорили сами с themselves. собой, другие Others плакали. cried. Some were even Какие-то covered in their были own испачканы в filth. собственных нечистотах, Others were а violent некоторые and были tried to жестокими и hurt пытались themselves всевозможными any way способами possible. причинить себе боль. There was this one Была одна young девушка, woman которая who would целый pleasure день себя herself all ублажала, day long, incessantly, постоянно, to пока the у нее не point начинала where she течь would кровь. So they would tie her down Поэтому to они the bed, привязывали ее к screaming, кровати, а она целыми днями ругалась и cursing and несла talking какой-то gibberish бред. for days on end. Once her wounds had healed Когда ее and раны she was заживали, ее untied, отвязывали. she would just start И она again. начинала все сначала. That woman was me. Это была я. They started to give me injections. Они начали делать мне What they уколы. gave me made my От их whole лекарства у body меня shake. тряслось все тело. I broke my vertebrae Я сломала and пару an позвонков и ankle. лодыжку. I think it was called Кажется, оно называлось Cardiazol or кардиазол something или like что-то вроде того. that. My body was Мое like a тело было fire подобно that огню, didn't want который to не be хотел put быть out. потушенным. When it appeared to be Когда quenched, казалось, it что он would come затих, он back, возвращался даже even сильнее, чем stronger than раньше. before. In the end, though, they Хотя won. в конце концов они I победили. stopped screaming and Я прекратила masturbating. кричать и мастурбировать, и прекратила думать. There was no longer any Никакой need терапии for больше не therapy. требовалось. Something inside Внутри me меня had что-то died. умерло. But nevertheless, I Но тем не insisted менее, on я carrying упорно along продолжала this этот painful тернистый путь. journey. I was stronger than I Я could была ever сильнее, чем imagine. когда-либо могла себе представить. Who are you? Ты, Wait. подожди. I want Не уходи, answers. мне нужны ответы. Don't go away. Talk to me Пожалуйста, about поговори со мной о Martha, Марте. please. Марта не существует, да, как я и говорила. Мне кажется, что это реально так. Давай выберем Martha первое. is dead. Марта I killed мертва. her to take Я убила ее, possession чтобы of her присвоить ее life. жизнь. I will never find За то, что peace сделала, я for никогда what не I have обрету done. покой. I feared that Я would боялась, что be все the окажется именно case. так. And what about Mummy? Что насчет мамы? Блин, наверное, Марты никогда не существовало. Мне что-то кажется, что это так. Mummy is dead. Мама мертва. Nobody К сожалению, knows никто that не better знает than этого I лучше, do. чем я. Unfortunately, it's useless to Бесполезно try пытаться and себя deceive обмануть. ourselves. Did I do what Я I правда think сделала то, I've что мне done? кажется. Я так понимаю, это уже... Damn it, it really happened. I cut her into Я порезала ее на pieces куски и and закопала buried под her under мостом. the bridge. God, all that blood. Боже, все это My кровь. God, I knew it. Знала. What А что насчет about папы? Daddy? Солдаты. The soldiers? Это правда Did that случилось? really happen? Хотя, стой, ну как ее могло не существовать, если мы на фотке видели то, что было нас двое, и типа, ну нам всю игру говорили Марта. Я не знаю, я не уверена. Может быть, это тоже в ее голове. Я не знаю. If I think back Ты вспоминай to that этот миг, moment, все как в тумане. everything is muddled. I do not know Я не how знаю, to как answer. ответить. No answer is Пожалуй, perhaps отсутствие the ответа most самый страшный painful ответ. answer. What about А няня? Nanny?
Бедная няня. Она правда была совсем ни при чем. Но она погибла под бомбардировками на нашей вилле. Мы на какое-то время спаслись, укрывшись в ее доме. Привилегии и богатства, хотя чувства не так много значат. Моя бедная няня. Я боюсь спрашивать про Лапа. Слушай, я уже ни во что, ни в чем не уверена. Тут так все запутано. Можно теории строить, ну вообще много. Лапа не существует? Я не знаю. Он подорвался. Подожди. Он попал в неприятности и поплатился своей жизнью. Мой милый друг. Все, как я запомнила, к сожалению. Последний вопрос. Беременность. Ой, как же это сложно. Это правда капец как сложно. Мне кажется, что никакой Марты не было. Когда мы играли в кукольный домик, ее мама родила одну дочку. Потом случилось так, что она была недовольна, она начала ее бить, и тогда из как бы оболочки Джулии появилась вторая оболочка с зашитым ртом. Мол, это Марта, и, возможно, у нее просто... Может, у нее раздвоение личности? Я не знаю. Это очень сложно. С другой стороны, мы все это видели. Марта была беременна. Ее искалеченный ребенок умер вместе с ней. Наверное, ей было больно. Все, хватит. Вопрос бессмысленный, правда? Все это у нас внутри. Нам нужно просто повернуть зеркало. Разве это не отражение непостижимой сущности? Не более чем кукольный спектакль. И сейчас я тоже сижу на месте перед зеркалом, со мной говорит как бы мое отражение, но при этом говорит жестами, будто бы Марта. Я хз, это очень сложно. Давай не гони. Ну да, это она. С распростертыми объятиями готова ко всему. Даже убивать. Ноги всегда готовы бежать. Утроба, оплодотворенная во грехе. Наконец, разум. Чтобы защитить нас, он превратил нас в чудовищ. Как бы то ни было, мы не можем так жить, правда? Мне не стоит беспокоиться, я позабочусь об этом. Я попытаюсь поспать, если смогу. Я поняла. В 1 июля Сан-Гашана бомбили, и церковь была разрушена. Но меня там не было. Я уже была в психиатрической больнице. И я в очередной раз с завидным упорством выжила. Меня не убили ни бомбы, ни я сама.
Самое абсурдное и тяжелое испытание. Теперь война уже закончилась. Как во внешнем мире, так и внутри меня. Я оказалась не на той стороне жизни, но теперь могу перевернуть страницу. У нее шрамы на лице, на губах. Жизнь снова открывает свои двери, правда? Как будто, если бы мне не удалось выжить, я бы все упустила. Мы думаем, что нам страшны внешние угрозы. Но самые изощренные и обманчивые опасности скрываются внутри нас. Они растут, и мы даже не осознаем этого. Заставляют нас страдать, оставаться в замешательстве и терять самоуважение. Я бы хотела попросить помощи, но была одна. Вот моя история. Спасибо за то, что были здесь и выслушали меня. Теперь я готова уйти. За сколько я доберусь до дома? К счастью, сегодня можно попросить помощи и получить ее, даже если мы одни. Даже если мы в отчаянии, даже если кажется, что жизнь бессмысленна. Если в ней ничего нет, это лишь потому, что мы больше этого не видим. Что-то важное есть всегда, может быть, прямо под носом. Это очень сложно. Я сама выбрала то, что на самом деле было сейчас, да? Типа свой, так сказать, свой конец. Потому что по факту нам-то не сказали на самом деле, была ли там Марта, что там на самом деле случилось. Единственное, что, мне кажется, наверняка, то, что папку и ее, что с папой случилось, и то, что ее избивали, потому что у нее на губе остался шрам. А она там говорила, что у нее губа разорвалась, что такое. И я не уверена, правда, ни насчет Марты, ни насчет мамы. Скорее всего, то, что она... 91%? Окей. Скорее всего, то, что она показывала нам свое детство в кукольном домике, это была правда. То, что она, наверное, убила маму, это тоже правда. А вот насчет того, была ли Марта, я прям вообще не уверена. У нас были фотки, но я без понятия. Это настолько... Я вообще без понятия, правда. Я даже не знаю, что бы я... Наверное, я склоняюсь все-таки к тому, что Марты не было вообще. Но в то же время это очень сложно понять. Тогда многие моменты игры... Короче, ладно, пишите то, что вы думаете, что там, была ли на самом деле это Марта или нет. И... У меня уже вообще создается ощущение... Я правильно понимаю, что она вообще все это время сидела, возможно, в психиатрической лечебнице? Не, это супер сложно. И игра очень тяжелая. Она классная, но тяжелая. Пишите свое мнение, и я довольна тем, что мы закончили ее, тем, что мы посмотрели на эту игру. Мне понравилось. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.